Всем привет, и вы на канале Pigeon Polly, и сегодня мы с вами будем смотреть один из завершенных акварельных скетчбуков. Поэтому устраивайтесь поудобнее, а я постараюсь рассказать поинтереснее про каждый из рисунков, какую-то историю небольшую. Если вы давно смотрите меня, этот рисунок вы наверняка видели. Это одна из открыток, посвященная моему маскоту канала. Это голуби Полли, которые просто в шоке от того, какие цены в магазинах. По-моему, я рисовала это где-то в 20-х годах, то есть 20-й, 21-й, и да, тогда это была вообще жесть. Дальше у нас небольшой мотель. Мне не очень нравится, как он получился, но я получила большое удовольствие от процесса. Сейчас, конечно, я бы, наверное, это нарисовала немножко по-другому. Также на некоторых рисунках вы можете заметить, что я делала такую рамочку, но не везде у меня скотч отклеивался благополучно. Этот рисунок придумал мой главный вдохновитель, и здесь изображен Полли, который балансирует на 2 чашках кофе на фоне офисных папочек. Тогда я еще работала в офисе, и на меня навалилась гора дел. Собственно, здесь у нас уже кофеечек и вкусняшки. У нас неподалеку от дома расположена заправка, и мы иногда ходим туда ночью, если очень много работы или не спится, чтобы просто выпить кофе. И там как раз это было лето, и появились вот такие вот пончики, и мы решили, что нужно это срочно запечатлеть, и я нарисовала это. Один из моих любимых сериалов — это «Бруклин 9.9», и там главный герой, один из, рисовал камни. И мне эта идея понравилась, и я решила тоже попробовать порисовать камни. Как бы кажется немножко странно, но на самом деле каждый из этих камней очень интересный, уникальный, и вы можете рисовать бесконечно долго камни, и они всегда будут получаться у вас по-разному. Тоже такая хорошая тренировка. Здесь я пыталась, в какую-то разноплановость, вот эти вот, выходящие за края деревья. Мне не очень понравилось, там еще немножко затекла вода, но это была такая просто эксперимент, ничего более. Потом, собственно, я заболела и решила нарисовать об этом. Здесь, наверное, впервые начал появляться какой-то мой собственный стиль, в том, как именно я рисую там тени и формы предметов, все такое. Но я, видимо, в тот момент еще этого не поняла. Также была дикая жара, и Полли таял на диване, там повсюду бутылки из-под воды, он валяется под вентилятором. Этим скетчбуком я пользовалась не прям каждый день, поэтому здесь вперемешку идут рисунки с разных времен. Тут вот, например, такой вот осенний вайб, если можно так сказать. Опять-таки, мой главный вдохновитель придумал, что можно рисовать содержимое мусорников, и это оказалось довольно концептуально и интересно. Мы пофоткали разные мусорники в округе, и вот что из этого получилось. В дальнейшем, уже когда я стала учиться в Калифорнийском универе искусств, там тоже я применяла эту технику, и это было как часть моего задания для современного искусства, потому что через вот такие вот зарисовки мусорников мы можем проследить какую-то историческую динамику в обществе, там курение, алкоголь, например, или когда там был ковид, там были маски и так далее. Здесь у меня не законченный рисунок, и, наверное, никогда не законченный будет, а это уже новогоднее настроение. Полли катается на коньках и катает, соответственно, чашечку с какао, с маршмеллоу. Такое вот настроение было. Этот рисунок наверняка вы уже видели, если подписаны на мой канал, потому что я его рисовала по открытке, которую получила. Мне ее брат прислал. Вот эта открытка. И мне захотелось добавить в нее цвета, добавить в нее яркости, живости, и вот такой вот скетч получился. И на самом деле это меня сподвигло и вообще вселило в меня уверенность, что в теории я могу рисовать на улице пленэрные зарисовки. И благодаря отчасти этому рисунку вы можете наблюдать мои новые видосы, посвященные пленэрам на улице.
Еще одна городская зарисовка вот такая. Мне очень понравилась, и сначала это была просто фотография, мне очень понравилась тень от дерева справа, которая падает на дом, и дерево слева. Оно как бы, как перекликается, мне кажется, очень прикольно. Вот. В целом, я еще потом нарисовала большого формата такую же работу. Что ж, на этом первый скетчбук закончился, но у меня еще есть точно такой же, который я вам совсем скоро покажу. Спасибо за просмотр и до новых встреч!